Эксперт по криптовалюте, дамы и господа, без лишних слов. Пожалуйста, помогите мне оказать теплый малазийский прием. Андреас Антонополос. Большое спасибо. Спасибо. Привет всем. Добрый день, салам алейкум. Мне очень приятно быть здесь. Я впервые в Малайзии. Я нахожусь в Куала-Лумпуре менее 24 часов. И мне здесь очень нравится. Очень сильно. Это моя последняя книга. Она была опубликована в сентябре. Она называется «Интернет денег». Люди часто считают, что это сложная тема. Да, биткоин сложная тема для понимания, и поэтому я публиковал 2 книги по ней. Первая книга «Освоение биткоина». Это для разработчиков программного обеспечения, инженеров, технических специалистов. Здесь есть разработчики программного обеспечения, инженеры, техники? Итак, 5 человек с этой комнаты могут прочитать эту книгу. Она объясняет, как работает биткоин. Вероятно, вы прочтете первые 3 главы и дойдете до технического материала. И вот с этого момента все немного сложнее. Это сложно не потому, что я стремлюсь, чтобы это так было, а потому, что биткоин — сложная тема. Теперь для всех тех, кто не является разработчиком, книга «Интернет денег» не о том, как это работает. Речь идет о том, почему это имеет значение. Это коллекция из 11 моих выступлений в таком формате. Книга объясняет философию денег. Последствия биткоина для общества. Это книга для всех. Я дал ее читать маме, хотя она ничего не понимает ни в компьютерах, ни в деньгах. Это хорошее начало. Но прежде чем я начну, я хотел бы получить представление о вас. И немного понять, сколько людей знакомы с технологиями, которые мы будем обсуждать сегодня. Итак, поднимите руки те, у кого есть биткоины. Окей, хорошая явка для сообщества. Привет. Спасибо, что пришли. Привет. Спасибо, что пришли. Сколько людей видели или проводили транзакцию в биткоине, но не владеют им? Только испытывали это? Только несколько. Очень хорошо. А сколько людей никогда не проводили транзакции и не имеют понятия, что такое биткоин, как он работает и являются новыми в данной теме? Отлично. Около 30 человек. Теперь для новичков в этой теме. Я хотел бы, чтобы вы понимали то, что мы обсуждаем сегодня. Пожалуйста, задавайте вопросы. Я хочу услышать даже самые простые вопросы о биткоине, потому что я считаю, что это самые мощные вопросы. После того, как мы закончим с презентацией, мы перейдем к Q&A. Хотелось бы увидеть, как много людей в аудитории, которые никогда не сталкивались с биткоином и готовы установить биткоин-кошелек на мобильном. И кто-то в аудитории дал бы вам бесплатно часть биткоина. Не целый биткоин. Долю биткоина. Просто так вы сможете увидеть, как работают транзакции, а затем вы можете обратиться к своему другу и обменяться биткоином с ним. Я могу заверить вас, что это абсолютно законно. Это очень легко сделать. И это позволит вам действительно понять эту технологию. Ее намного проще испытать, чем объяснить. Итак, следующий вопрос. У кого есть биткоин на мобильном? И кто готов помочь людям установить кошелек и дать им $1-2? Я могу. Новички, посмотрите вокруг. На тех, кто поднял руки, найдите их после Q&A. Попросите их дать вам немного биткоина и помочь создать кошелек. Не стесняйтесь, я буду рад помочь сам. С этим все в порядке. Давайте начнем с основ биткоина.
В октябре 2008 года в неизвестной анонимной рассылке под названием Шифропанк анонимный участник, использующий псевдоним Сатоши Накамото, объявил о публикации статьи и сказал: «Я думаю, что я решил проблему в области компьютерных наук. Я нашел способ создания системы электронных денег, которые прямые между людьми, peer-to-peer, как мы говорим в компьютерных технологиях. Об этой системе электронных денег я написал технический документ и внедрил его в программное обеспечение». И в то же время Сатоши Накамото опубликовал белую книгу. Вы можете скачать ее онлайн. Она доступна на bitcoin.org. Вы можете ввести в поиск «Белая книга Сатоши Накамото» или «Белая книга биткоин». На 9 страницах Сатоши Накамото подробно описал и таким образом предсказал многие вещи, которые произошли в течение следующих 7 лет. Каким биткоин был и каким мог стать, и как он будет работать. Но он не остановился на этом. Или она не остановилась. Или они не остановились, потому что мы не знаем, Сатоши Накамото — это мужчина, женщина или группа людей. Или пришелец из будущего. Ладно, вероятно, не последний. Сатоши Накамото опубликовал программное обеспечение и пригласил людей принять участие в управлении сетью. И это дает вам первый намек на то, как работает биткоин. Биткоин — это программное обеспечение. Биткоин — это приложение. Среди прочих, которые вы скачиваете и запускаете на своем компьютере. Вы можете запустить его на ноутбуке, вы можете запустить ее на рабочем столе, желательно на компьютере, который постоянно подключен к интернету. В настоящее время оно использует много оперативной памяти и дискового пространства, но в те времена оно было очень легким. Если вы запустите эту программу, она обращается в интернете и находит других людей, работающих в этой программе. Вы не знаете, кто эти люди. Она не обращается к конкретным людям. Она создает случайную сеть, которую мы называем peer-to-peer, где каждый участник системы равен. Нет никакого специального компьютера. Они все просто разговаривают друг с другом. Создается то, что в сетевых терминах мы бы назвали толпой. Случайным образом обращается и подключается к различным компьютерам, на которых работает программное обеспечение биткоин, и вместе они создают сеть. И эта сеть используется для обмена и распространения транзакций. Эти транзакции кодируются в цифровом формате, содержат информацию о передаче ценностей и авторизации для передачи ценностей между участниками. Никто не контролирует эту сеть. И это критическая концепция. Никто не контролирует эту сеть. Вы управляете один из этих компьютеров, но вы не контролируете эту сеть. Вы запускаете одно из этих приложений, оно подключается к другим людям, и вы запускаете еще одно из этих приложений. И она связана биткоином с другими компьютерами, которые коммуницируют биткоином. И никто это не контролирует. Никто не ответственен. Как вы используете компьютер, который подключен к интернету, и коммуницируете с другими компьютерами в интернете. Никто не контролирует, если вы напрямую взаимодействуете между этими системами. Эта сеть запущена 3 января 2009 года. И в этот день мир изменился. Впервые в истории денег, в истории доверия, в истории учреждений, в истории человечества появилась
Система, которая полностью независима от власти, от учреждений. Система, которая развивает доверие в результате совместной коммуникации и вычисления с помощью криптографии, родилась. Система, которая позволяет людям обменять ценность для передачи денег. И эти деньги называются биткоин. Таким образом, биткоин — это приложение, это программное обеспечение, которое запускается на компьютере, которое взаимодействует с другими компьютерами, на которых есть программное обеспечение биткоин. Биткоин — это название сети, которая управляет всей сетью биткоина и является коллекцией всех этих компьютеров. А их около 6,5 тысяч по всему миру, везде, где есть интернет. И это только те, о которых мы знаем, которые афишируют свои присутствия. Еще десятки тысяч просто слушают, без активного участия, в сети биткоина. И вся эта инфраструктура используется для создания и передачи стоимости в виде транзакций, выраженных в новой валюте биткоин. Валюта биткоин отличается от любых других денег, которые мы когда-либо видели. Прежде всего, как форма денег, она не существует в физической форме. Это кульминация траектории, которую мы видели в истории человечества. Более 1000 лет деньги стали более абстрактной формой ценности. Мы начинали с очень осязаемых форм ценности. Товаров. Козел. Банан. Ананас. Это очень невыгодные формы денег, потому что вы можете их съесть. Они сгниют или умрут. И они могут быть потеряны. Это плохие формы денег, потому что они ценны. От этого мы перешли к золоту, драгоценным металлам и штампованным монетам. Это уже лучшие формы денег, потому что вы не можете их съесть, они не умирают и не гниют. Они не представляют собой ценность. И это интересная концепция. Деньги сами по себе — это не ценная вещь. Деньги — это то, что вы обмениваете на ценную вещь. Почему бананы — это не хорошие деньги? Потому что бананы — это ценность, которую вы пытаетесь получить. Деньги не ценны сами по себе. Это просто то, что вы обмениваете на бананы. Это просто символ и абстракция, которая представляет собой то, что можно носить, дать кому-то завтра, и взамен тебе дадут бананы. Что в будущем будет являться сутью денег? Сущность денег — это способность иметь абстрактный токен, который сам по себе является неизменным, неподдельным, вечным, сохраняет свою ценность и представляет обмен ценностями в будущем как обещание. Со временем эти вещи становятся все менее и менее физическими и все более абстрактными. Почему? Потому что люди не любят меняться. И если вы скажете кому-нибудь: «Я не собираюсь давать вам бананы за сделанную работу», но не волнуйтесь, я дам вам блестящую золотую монету, которую вы сможете обменять на бананы. Они посмотрят на вас и скажут, что они всегда имели бананы за работу и хотели бы иметь бананы, а не эту желтую вещь. 100 лет спустя они начали считать, что желтая вещь ценна. А затем вы говорите им: «Теперь я дам вам кусок бумаги вместо желтой вещи. Но не волнуйтесь, вы все равно можете обменять это на бананы». И большинство людей скажут: «Я не думаю, что это реальные деньги. Я хочу желтую вещь». Мир движется дальше. И в конце концов мы меняемся и говорим: «Знаете что? Вы не получите лист бумаги.
Вы не получите монету. Вы зайдете и увидите цифры на странице или на веб-странице. Это сумма, которую вы имеете в банке. Но не волнуйтесь, вы все еще можете использовать это для приобретения еды, продукции, услуг. Это реальные деньги, но вы не можете пощупать их и увидеть их. Это просто цифры. И, наконец, мы дошли к биткоину. Биткоин не имеет физической формы и не имеет образа. Он совершенно нематериален, его нельзя коснуться. Это просто цифровая форма денег. Но это цифровая форма денег, которая полностью отличается от всего, что мы видели раньше. Чем отличается? Это не форма денег, которая записывается в базе данных или записи компании. Это не цифровая форма денег, которая представляет собой задолженность центральному банку или правительству. Это не цифровая форма денег, выпущенная суверенным государством, центральным банком, нацией, королем. Это форма цифровых денег, которая была выпущена с помощью сложных и энергоемких вычислений. В интернете записывается одновременно каждый компьютер, который есть в сети биткоин. Проверяется независимо все компьютеры, которые участвуют в сети биткоин. Не могут быть поддельными и не могут быть подвергнуты цензуре. Нельзя конфисковать и заморозить. Может передаваться по всему миру, поскольку информация может быть проверена независимо каждым, кто ее получает, и никем не контролируется. Его стоимость не контролируется, его выдача и владение не контролируются. Он направляется от одного человека к другому, без посредников. Если я использую свой мобильный для оплаты биткоинов кому-то в этой комнате, я создаю цифровую транзакцию, которая признает этот факт, что определенное количество биткоинов принадлежит мне через доказательство моей цифровой подписи. И я разрешаю передачу этой стоимости другому владельцу, который сможет контролировать этот биткоин через свою собственную цифровую подпись и криптографический ключ. Теперь вам не нужно ничего знать о цифровой подписи и криптографических ключах. При использовании биткоина вы видите приложение на мобильном или на рабочем столе, в котором говорится, что у вас есть 3 биткоина. Оно позволяет ввести номерной адрес получателя, точно так же, как, например, адрес электронной почты. Оно позволяет выбрать количество биткоинов, которые вы хотите переказать. И когда вы нажмете «Отправить», используется цифровая подпись и конфиденциальный ключ, который встроен в устройство, чтобы создать и подписать транзакцию, которая заявляется на всю сеть биткоин и говорит: «Я передал данную ценность». И тогда вся сеть знает, что эта ценность принадлежит кому-то другому. Они не знают, кто этот кто-то другой. Никто не знает. Когда вы делаете транзакцию биткоинов, она не привязана к личности. Вам не нужно создавать учетную запись. Вам не нужно регистрироваться. Вам не нужно указывать ID или имя, местоположение, адрес, возраст, пол, расу, религию, национальность, ничего. Вам даже не нужно быть человеком. И вы смеетесь, но это правда. Биткоин впервые в истории человечества позволяет нечеловеческим организациям активно контролировать и владеть ценностью. Это странно, потому что у нас никогда не было подобного в любой правовой системе мира.
Мы имеем юридическую фикцию корпораций, и они могут владеть ценностью. Но корпорации могут существовать только как ассоциации между настоящими людьми. В биткоине программный агент, который не принадлежит кому-либо, с помощью криптографии может владеть и совершать транзакции биткоина на международном уровне. Это создает некоторые очень интересные, а также тревожные возможности для будущего. Системы искусственного интеллекта, которые могут владеть и контролировать деньги без участия какого-либо живого человека. Вы можете иметь корпорации, в которых нету директоров, нет живых людей в управлении, которые полностью контролируются программным обеспечением. Вернемся к людям. Если вы будете устанавливать биткоин-кошелек, вы должны пройти сложный тест для установки этого программного обеспечения. Вы должны иметь возможность загрузить приложение. Вот и все. Если у вас есть iPhone, вы должны помнить свой пароль iTunes для установки приложения. Я обнаружил, что это самая трудная часть, чтобы стать частью глобальной экономики биткоин. Помнить пароль iTunes. Но если можете это сделать, если у вас есть доступ к Google Play и базовое знакомство с мобильными приложениями, если вы можете скачать файл Exe на Windows и установить его, и если вы можете дважды щелкнуть мышью, то это все. Вам не нужно регистрироваться, создавать учетную запись, указывать имя или адрес электронной почты. Вам не нужно доказывать, кто вы, где находитесь, или показывать, что вы достойны. Вы не должны иметь кредитный рейтинг. Вы не должны быть авторизованы. Это то, что полностью отличается от любой системы денег, которую мы когда-либо имели. Для интернет-поколения это очень знакомая концепция. При открытии браузера и пользовании интернетом вам нужно зарегистрироваться и получить лицензию на пользование интернетом? Вам нужно создать учетную запись для посещения Википедии? Нет. Единственное требование – загрузить и установить веб-браузер. Было время, когда идея позволить каждому человеку общаться без границ и цензуры во всемирной паутине пугала людей. Некоторым людям это все еще страшно. Большинство молодежи находит в этом освобождение в глобальном смысле. Биткоин делает это с деньгами. Что происходит, когда каждый человек на планете просто через простой акт скачивания и установки приложения может без границ стать участником глобальной экономики, которая позволяет людям передавать и получать деньги в любой точке мира, 24 часа в сутки, непрерывно в течение последних 7 лет. С комиссиями, которые не зависят от суммы отправленных денег. Вы оплачиваете просто за емкость, которую вы используете в сети. Вы можете передавать транзакцию биткоинов примерно за $1. И неважно, отправляете ли вы $1 или 100 тысяч долларов, вы все равно платите $1. И не имеет значения, отправляете ли вы его в другую провинцию, в Малайзии, или отправляете на противоположный конец планеты. Неважно, являетесь ли вы физическим лицом или корпорацией, или отправляете вы физическому лицу или корпорации. Неважно, отправляете ли вы богатому или бедному. Вы можете. Биткоин меняет подход к финансам полностью. Но это только первый уровень. Потому что технология, которая делает биткоин возможным позволять двум людям с разных концов планеты безопасно совершать сделки, не зная и не доверяя друг другу, открывает
целый ряд применений, которые мы еще не представляли. Биткоин — это не просто деньги для интернета. Биткоин — это платформа. Технология биткоин использует сочетание блокчейн, которая является глобальной книгой транзакций и которая записывает каждую сделку. Децентрализованный механизм консенсуса называют Proof of Work, что позволяет обеспечить безопасность блокчейну биткоин. Открытая система доступа, которая позволяет любому желающему участвовать без барьеров. И она безгранична, с нейтральным характером, давая возможность участвовать независимо от того, кто они. Единственное, что имеет значение, является ли сделка действительной, а не кто является источником или получателем, и никакая сумма. Эти фундаментальные строительные блоки, которые позволяют биткоину открывать двери доверия десяткам, сотням, а затем тысячам применениям. По своей сути, биткоин представляет собой замену доверия через учреждения на доверие через сети. На протяжении веков человеческое общество основывалось на том, что для координации деятельности между большим количеством людей нам нужно чему-то доверять. И до сих пор лучшим ответом на эту проблему были учреждения. Сбор людей, которые регулируются правами, политикой, с наблюдением, прозрачностью и ответственностью, встроенными в правила управляемых людьми, с целью создания центров доверия, через традиции, через репутацию, через долголетие. Учреждения доверия терпят неудачу. Они терпят неудачу во всем мире. Проиграют газеты, проиграют политические институции. Они терпят неудачу множеством способов. А причиной этого является то, что они являются системами масштаба для индустриальных обществ. Мы больше не промышленные общества. Мы являемся информационными обществами глобального масштаба, которые в массовом масштабе сотрудничают через границы. Мы решаем проблемы, которые касаются не 30 миллионов человек в одной стране, а 7,5 миллиардов человек на всей планете. А для проблем и сотрудничества такого масштаба традиционные институты не работают, они не масштабируются. Они неплохие. Их нельзя подкупить. Они просто не могут решить проблемы глобального общества. В то самое время, когда мы видим, что эти институты терпят неудачу, мы наблюдаем появление новых систем управления, новые системы глобального сотрудничества, системы, которые позволяют нам сотрудничать, общаться и решать проблемы в масштабе. А первая из этих систем — это интернет. И с этим мы видим первую систему связи, которая выходит за пределы стран и границ. Она позволяет кому угодно, повсюду и где угодно общаться. Биткоин представляет то же самое с деньгами. Он представляет собой сеть сетецентрической системы денег, которая находится за пределами нацгосударств. Ориентированной системы денег, которая позволяет людям сотрудничать на глобальном уровне. Это позволяет кому угодно и где угодно участвовать в глобальной экономике. Без барьеров, без границ, без идентификаторов, без учетных данных. Просто через акт запуска программного обеспечения. И это изменит мир. Спасибо.